Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я буду работать с двумя клеями на одном изделии. И в процессе работы вы услышите комментарии от меня, что мне нравится, что мне не нравится. И каждый сможет выбрать для себя, что же подходит ему больше. В последних своих видео я использовала вот эти клеи для страз. Одну тарелочку я оформила этим клеем, другую этим. И я решила сделать еще одну. На одной стороне я использую один клей, на другой клей. И если вам интересно, что же у меня получилось, оставайтесь со мной. Начну я работу вот с этим клеем. И, конечно, перед работой обязательно тарелку надо обезжирить. Я использую для этого спирт. И обезжирю одну часть, с которой я буду работать. И также отвечу на вопрос. Меня спрашивают, каких камней уходит больше. В моей работе почему-то больше уходит 20 номера, 16 и 8 номера. Конечно, это средние камни. Если вы хотите, чтобы камни были большие на изделии, то, конечно, вы берете большие. Но это самый распространенный вопрос. И 20, 16 и 8. И перед тем, как начать работать, если это угол, то обязательно примеряем камни, чтобы не получилось так, что мы нанесли клей, а потом начинаем думать, какой же размер камней нам сюда приклеить. Вот я подобрала, у меня идеально вот вписывается в угол. И буду продолжать работу. Начинаю от угла и буду отталкиваться именно от края тарелки. Наношу клей. Немного так размазываю его. И при начале работы я много не наношу. Вот нанесла 1,5 сантиметра. И укладываю свои стразы. Как я уже говорила, буду отталкиваться от угла. Снова наношу дальше клей. Стараюсь его распределять равномерно. Здесь можно добавить один большой камень. Думаю, в процессе работы вы уже поймете, какие камни где добавлять. Вот здесь у нас должно быть все ровно. Отталкиваемся от края. Вот здесь у меня будет самая широкая часть, поэтому именно в этой части я могу использовать самые большие камни. Это у меня 34 номер. Наношу клей, и вот я беру самый большой камень и подклеиваю. Как я уже говорила, вот здесь отталкиваемся от края. Пытаюсь, чтобы много камней одного размера в одном месте не были, поэтому смешиваю, но при этом смотрю, чтобы не было отверстий, чтобы у нас все красиво лежало. Работа идет медленно, но тут спешить некуда. Вот я вижу, что здесь мне этот камень не влезает, значит беру чуть поменьше.
вот так я продолжаю работу. Вот здесь просится один маленький камень. Я возьму 6-й номер. Но маленькие стразы я использую очень редко. Вот приближу поближе, чтобы вы видели, что получается. Отталкиваемся от края. Вот здесь у нас все должно быть ровно. И очень важно, чтобы вот на этом краю стразы не висели, чтобы вот когда вы дотрагивались, вы не цепляли стразы. И когда мы дошли до второго края, почти дошли, то начинаем работу опять с краю, чтобы у нас все получилось ровно. Здесь можно подобрать более крупные камни. И вот только я чуть-чуть замешкалась, и мой клей уже подсох. С этим клеем легче работать, но он быстрее подсыхает. С другим немножко сложнее, но там можно поиграть. И лучше вот здесь в конце заранее подобрать камни, если вы делаете работу в первый раз, чтобы сразу все эти камни уложить. И вот что у меня получилось. Немного прижму. И если надо, что-то где-то подправлю. Одна сторона у меня готова. Здесь я буду использовать второй клей. И снова обезжириваю поверхность и начинаю работать вот с этим клеем. Наношу клей. И после работы с тем клеем этот даже по-другому наносится как-то. И теперь укладываю стразы. Я уже помню порядок страз, который я делала там. Поэтому сейчас воспользуюсь. Вот у меня тут идет 20 номер, 16 и 10. И при работе с этим клеем вот видно, что он такой молочный. Но когда высыхает, тогда ничего не видно. И, как я уже говорила, придерживаемся, вот чтобы все у нас с краю, никакие стразы бочка не торчали. Тут мне не нравится, можно поменять местами что-то. Надо это делать очень аккуратно. С этим клеем тут можно так поиграть. С тем клеем нельзя. Тот сразу высыхает. Уберу этот камень совсем. Вот что-то убирается, что-то прибавляется. Работа со стразами, вот она такая есть. И в этом клее, вот вы видите, здесь у меня пустота. Вот я не могу видеть, пока не приподниму, есть эта пустота или нет, так как клей молочный. И вот он немножко так
сбивает с толку. И продолжаю работать, подбирая сюда размер камней. Вот, и его еще можно подвинуть. Все стразы здесь можно подвинуть, так как с этим клеем, как я уже говорила, с этим легче работать, но он быстро высыхает. С этим немножко так труднее, но можно с ним поиграть. Наношу следующую порцию клея. Вот сначала по краю и стараюсь размазать. Но при этом надо следить за тем, чтобы все было нанесено. Хочется один крупный камень. Ну, что еще могу сказать? Вот вы видите, здесь клей, его не видно, и в процессе работы стразы укладывать легче. Здесь немножко приходится смотреть, где что к чему подходит, потому что вот вы видите, половина страза не в клею. Возможно, они даже и лучше будут держаться, хотя я пробовала и тем, все хорошо держится. Они такие утопленные. Эти, ну, тут клея просто не видно. Они тоже утоплены, но клея не видно. Здесь вот пока не высох, все еще видно. Если надо подклеивать стразы на вот такой тоненькой поверхности, то здесь лучше выбрать два размера, которые сочетать между собой. Потому что много здесь не приклеишь. И чтобы не получилось непонятно как, поэтому лучше, вот у меня тут 20 и 16, затем я буду 16 и какой-то еще чуть поменьше. Например, 12. И продолжаю работу. Я подхожу к завершению работы и могу сказать, что если вы начинали работать вот с этим клеем, например, то все кажется легко сначала. Если вы переходите на другой клей, то затем, конечно, с этим работать труднее. Потому что здесь ничего не видно. Вы привыкаете к тому клею, и ничего не видно. Все в стразах, все в клею. Сейчас я еще раз посмотрю, но вроде бы вот завершила работу. Вы видите, клей еще не высох. Вот здесь уже высохло
почти высохла, хотя этот клей сохнет 24 часа. Вот на этой стороне все чисто, никакого клея не видно. Будем ждать, пока высохнет. Отправляю тарелочку подсыхать. И в процессе работы я уже комментировала некоторые, что за и против. И уже говорила, что вот с этим клеем, конечно, если начинаете работать, кажется легко. Но переходя вот на этот клей, все становится намного легче, но надо работать намного быстрее или наносить меньше поверхность, на которую вы наносите стразы. Но каждый выбирает, что ему больше подходит. И, конечно, к каждому клею надо поработать и привыкнуть, посмотреть, как он работает и что больше подходит для вас. А на сегодня все. Надеюсь, видео понравилось, вы узнали что-то новое и, конечно, оно было полезным. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.